Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Чем же вы ее так бесите? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Ой, какой вы такой семейный, просто до мозга кости семейный. Вам так не хватает семьи, вам очень не хватает любви, потому что для вас это, те вещи, которые находятся у вас в приоритете. Вы очень надеетесь на улучшение вашей жизненной ситуации. Я сейчас не вижу пока у вас рядом женщины, которую можно было бы назвать вашей женой, либо же вашей любимой женщиной, но вы об этом мечтаете, вы очень надеетесь, что это очень скоро произойдет, что вы встретите ту самую, ту единственную, да, и неповторимую. Вы именно нацелены на светлое будущее, это уже хорошо. Вам хочется уже поскорее вот эти вот кардинальные перемены, чтобы пришли в вашу жизнь. Но единственное, вот чего вы так, немножечко, может быть, побаиваетесь, это повторение вашей прежней ситуации. Я имею в виду ту ситуацию, которая произошла у вас в прежних отношениях. Это те же какие-то предательства, это измены, это манипуляции. То есть это обман, весь тот негатив, который вы познали. Вы опасаетесь, чтобы он не вернулся в прежних отношениях. Вы человек довольно мягкий. Я не могу сказать, что вы, такой прям в своих решениях жесткий, очень вы жестко подходите, логично. Нет. Вы очень такой уступчивый человек. Вы всегда пойдете на компромисс, на уступки. Вы, не хладнокровный, так сказать. Вы живете душой, телом, сердцем, и вы так живете по жизни. Это касается не только ваших отношений, вообще всего, чего бы ни касалось вот в вашей жизни, какая-то история, какие-то ваши может быть, рабочие дела, да, вы всегда к людям подходите, по-человечески, да, вы стараетесь с пониманием подойти, где-то уступить, да, где-то простить, где-то на что-то закрыть глаза, то есть вы очень лояльный человек. Но в то же время я вам скажу, что иногда вы бываете не такими простым. Вы, в принципе, умеете точно так манипулировать людьми, но очень редко вы этот свой такой талант, так сказать, вы включаете. Но это разве что вам очень сильно что-то понадобится, да, вот в каких-то именно вот таких целях, чтобы чего-то такого достичь, то вы можете так слегонца поманипулировать, да. Но это не касается абсолютно отношений, это скорее, может быть, там рабочие моменты, да, чтобы просто добиться того, чего вы хотите, приходится на какие-то уловки идти. Но это, еще раз повторяю, бывает довольно редко. Что касается отношений, вы абсолютно полагаетесь на душу, да, вот на любовь, вам важны чувства. Здесь манипуляции, никак не работают. У вас должна быть отдача, вы так считаете, да, что и вы отдаете, и, конечно же, женщина должна отдавать, такой вот в унисон, да, взаимообмен должен быть. Так, что еще происходит в вашей жизни? Кстати, вы такой вообще победитель по жизни. Вот вы привыкли добиваться, несмотря на свою какую-то мягкость, может быть, вы привыкли добиваться задуманного. Причем, еще я вам скажу, у вас по жизни, да, я думаю, что это исходит из-за вашей мягкости. Вот много было обмана в жизни. Причем это был обман не только в отношениях, по работе, да, не всегда были у вас честные ситуации, не всегда были честные компаньоны, может быть, коллеги какие-то, да, это в определенных моментах было. То есть я бы вам советовала фильтровать и в дальнейшем, потому что, да, быть доверчивым, таким очень добрым, это здорово, но я думаю, вы поняли, что часто в жизни, к сожалению, люди этим пользуются в своих корыстных целях, поэтому фильтруйте, чтобы потом не выгребать вот эти неприятные ситуации.
Еще раз делаю акцент, что это касается вообще всей вашей жизни. Это и по работе, и в деньгах, там, ну, в разных ситуациях. Это не именно за женщину сейчас говорю. Фильтруйте. Где можно, перепроверьте что-то, да. Не нужно так слепо верить, доверять. Вот если конкретный человек, даже тот же коллега вам что-то говорит, и вы слепо верите. Ну, нужно немного уже здесь доверяй, но проверяй. Потому что довольно много людей сейчас вот как раз и обманом занимаются, да, и пользуются такими добрыми, доверчивыми людьми. Итак, смотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад. Кого же вы там бесите? Мне прям самой интересно, кто же пришел? Вот что это у нас тут, шиворот на выворот. Женщина очень активная, такая сексуальная, довольно развита интуиция у нее. Она такая дамочка себе на уме, может быть довольно эгоистичная, любящая командовать. Она страстная, да, она сексуальная, она любит плотские утехи. Она может быть в этом деле довольно умелая. Много чего знает по жизни, любительница даже поучать, может быть. Так, ну и, конечно же, большая любительница денег. Она очень любит деньги, и не только. Она любит подарки, она любит все те материальные блага, которые, ну, вообще окружают всех людей, да. И чем больше денег, тем как бы ей нравится еще больше это все. Дама, которая любит поучать, любит, чтобы с ней по-честному, по совести, по справедливости вот все относились с ней, да, но сама как-то, ну, не очень по совести она относится к людям. Это так, если коротко. Она была вашей любимой женщиной, да. Эта женщина сделала вам больно, после нее у вас был довольно непростой период, может быть, такого, знаете, затишья и в личной жизни абсолютной апатии, депрессии, когда ничего никого не хочется. Вот именно из-за нее, потому что была здесь большая любовь, по крайней мере, с вашей стороны она была. Эта женщина причинила вам, ну, довольно много боли. Из-за нее, возможно, даже в вашей жизни какой-то период была такая, ну, тупиковая ситуация, какое-то, ну, тупиковое ощущение, да, вот как жить дальше без нее, потому что вы ее безумно любили. Как жить, смогу ли я устроить новую, ну, личную жизнь, да, появится ли новая женщина у меня, вообще, как жить, как дышать без нее, особенно я говорю о тех, у кого большая, сильная зависимость от бывшей. Отходники у вас, конечно, были длительные. Я не скажу, что вы так в одночасье забыли, перекрестились и ушли. Нет. Страдали долго, страдали тяжело без этой женщины, несмотря на то, что она причинила боль. Ну, здесь осадок, здесь обида, здесь и злость на нее, но в то же время может проигрываться небольшая ностальгия, да, вот именно обманутые надежды. Когда все разрушено, когда все пошло не по плану, это имеет место быть. Женщина, которая, ну, знаете, она и сама периодически входит в жизненные тупики. И она сама кого хочешь может вогнать в эти самые тупики. Своим поведением, своими какими-то поступками, словами, да, она может что-то такое учудить, сотворить, что потом, ну, реально человек не знает, вот, а как, а что, а действительно ли она правду сказала, а может быть она пошутила. Ну, то есть у нее какие-то могут быть колкие, такие язвительные шуточки. Она может насмехаться, она может унижать людей. И это не только вас касается, она вообще к людям так относится. Поэтому я не могу сказать, что у нее есть много друзей-приятелей. Это либо же их вообще нет, либо это, ну, такие чисто приятели по какой-то выгоде, но не совсем близкие. Я не могу сказать, что она умеет даже дружить с людьми. Она довольно холодный человек, довольно, ну, не компанейский, что ли, человек. Вот если вы такая вот открытая душа, если вы очень семейный человек, то она наоборот. Вот она какая-то вот, знаете, ну, хладнокровная рептилия. Вот мне так и хочется сказать, извините за такое сравнение. Но человек довольно жесткий, довольно холодный, как для женщины, тем более.
Поэтому, ну, я думаю, вам не просто было с ней жить, особенно в последние вот годы, может быть, месяцы, когда ваши отношения испортились. Итак, давайте-ка смотреть. Давайте коротко сейчас пробежимся, как она поживает, да, вот, может быть, кому-то будет интересно, потому что я знаю по вашим комментариям, многие из вас все равно еще, ну так, холят надежду, может быть, помириться, может быть, вернется. Поэтому, ребята, те, которые смотрят ради интереса, да, вы можете так, ну, послушать просто для информации. Вот сейчас акцент делаю именно на тех, кто еще хочет узнать. Потому что некоторые вот обижаются, вот зачем про бывшую. Но у меня на канале есть видео и про бывшую, и про будущую, про разных женщин. Поэтому я стараюсь все запросы ваши осуществлять. Итак, как она сейчас поживает, особенно вот личная жизнь меня интересует, да я думаю и вас, да? Какой конфликтный, скандальный человек. Да, у нее есть любовники, у нее есть периодически мужчины, но это так. Вот она постоянно ищет богатеньких буратин. Ничего нового я, в принципе, вам не скажу, потому что, ну, это уже как бы исходит из того, что человек любит деньги, да, вот она ищет денежных королей. И неважно, молодой, постарше, абсолютно неважно. Человек вот чисто прыгает по жезлам, да, вот. Стабильных отношений я у нее не вижу, абсолютно. Она конфликтная, она скандальная, она своим характером, кстати, она отталкивает мужчин. Мужчины это видят, что у нее такой склочный характер, непростой. Но она все так же мечтает о любви, она все так же мечтает о какой-то финансовой стабильности, которой у нее нет. Ей очень хочется жить за счет другого мужчины. Но этого мужчины на данный момент у нее нет. Она в поисках. Вот она в поисках, и у нее как-то эти поиски вот подзависли, подзатянулись. Да? Вот хочу, но не могу. Хочу, но не получаю. Да? Хочу, но отталкиваю. Отталкиваю своим характером. Вот такая ситуация проигрывается. Поэтому, смотрите, давайте теперь ближе к делу. Ближе к делу, ближе к телу. Почему вы ее бесите? Ой, как она даже злится на вас. Ух ты, ну кто бы сомневался. А вы ей деньги не даете. Вот как ей хочется, посмотрите, ей очень хочется, чтобы вы ей денежку дали, да? Вот очень красноречиво эта карта нам рассказывает об этом. И так хочется, чтобы вы давали денежку. И по барабану, что она вас обидела, да? Что она некрасиво поступила, это мягко говоря. Вот почему вы не предлагаете какую-то помощь? Почему вы не содержите ее? Почему вы не вкладываетесь в нее, да? Вот она мечтает об этом. Она очень сильно мечтает, чтобы вот вы пришли, либо же позвонили, там, может быть, сказали, может тебе что-то помочь, да, вот как бы так, по старой дружбе, грубо говоря. Может быть, тебе денежку дать, может быть, тебе на что-то не хватает, да, ну это трэш, конечно, правда, ребята? Напишите в комментариях, как вы считаете. Злости здесь выше крыши, она реально бесится. Она бесится, потому что она не может найти и стабильного мужчину. От вас она не видит никакой помощи, никакой финансовой помощи. Причем даже может быть такое, что вот если вы с ней пересекаетесь, вы то ли как-то холодновато с ней общаетесь. Это может быть общение либо же, ну, касательно детей, да, вот алименты, может быть, какие-то там судебные еще дела у кого не решены. Ну, то есть я не вижу особого желания, чтобы вы хотели с ней общаться. Абсолютно. Сейчас вот такая ситуация проигрывается, да, что у вас вот взаимная злость. Но у вас злость, что она вас обидела, да, она вас обманула, там, предала и так далее. У нее же, наоборот, злость на вас. Как это так? Вы не приползли там на четвереньках к ней, да, вот не поплакались, не предложили денежку. Вы ничего не предложили, да, вот оставили ее такую бедную, разнесчастную у разбитого корыта. Она думала, надеялась, что она очень быстро найдет себе другого мужчину, да, вот богатенький Буратино, ну, как-то отлетает, как гороха о стену. Поэтому вот она злится, она ужасно злится, что она не может. Вот вы знаете, вот такое ощущение, что вот вы вычеркнули ее и все, и поставили точку.
Но я сейчас не беру во внимание некоторых из вас, которые хотят еще вернуть, да? Большинство из вас, я думаю, поставили жирную точку, несмотря на то, что вам было больно, вам было обидно, у вас еще теплилась какая-то вот любовь, да? Хоть и остатки даже любви, но все равно она была. Ну, нельзя человека разлюбить в одночасье. Поэтому она злится, она бесится, что она не может вами управлять. Она не может управлять тем, что, ну, как бы, она не может включить вас, да, вот она не может нажать кнопочку, и вот раз вы так, как робот, включились, да, вы снова ее полюбили, вы снова начали ее спонсировать, вы снова начали ей денежку давать. Она ужасно злится, бесится, потому что у нее нет того достатка. Она очень любит деньги, но достатка того нету. И хочется любви, даже я вам скажу. И хочется любви, но у нее не получается вот на данный момент найти именно для любви, для серьезных отношений мужчин. Она бесится вот именно, что она осталась у разбитого корыта, вы ничего не предлагаете, новых нету, ничего нету, и приходится самой выкарабкиваться из этой ситуации, понимаете? То есть денежки у нее есть, но ей далеко не хватает. Она привыкла немного к другой жизни, она привыкла к другим, может быть, подаркам, к другим денежным суммам привыкла. Поэтому она будет в поиске, она будет дальше в активном поиске. Причем на два фронта она может даже работать одновременно. Да? Вот она знакомится с одним, допустим, параллельно она знакомится с другим, потом начинает, ну, как бы общается на два фронта, потом выбирает, кто повыгоднее, кто побогаче. Вот как-то так. Мужчины прекрасно это все чувствуют, мужчины это все прекрасно понимают, поэтому она, знаете, вот остается постоянно у разбитого корыта. Поэтому, ребят, можете не переживать, перекреститесь, что вы такую потеряли. И вперед с новыми силами навстречу к новой судьбе, к новой женщине. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!